Привет! Для работы бота тебе понадобится эмулятор, либо Sandbox Plus. Скачать обе программы ты можешь с официальных сайтов. Также их можно использовать по очереди, по отдельности, если одна либо другая не работает. Также необходимо скачать бот с нашего сайта. Если вы сомневаетесь в своей безопасности, можете загрузить установщик бота на сайт VirusTotal и проверить. После установки на вашем компьютере появится файл, который запускает бот, и вот с ним уже не дружит антивирусник Microsoft. Я писал в поддержку Microsoft, чтобы они пересмотрели ложное срабатывание, и они ответили, что вирусов в файле нет. Но проблема заключается в том, что каждую новую версию придется заново им присылать на проверку. Устанавливаем эмулятор. Здесь у вас сложности не возникнет. Нажимаем на синюю кнопку, если у вас русский интерфейс Windows, если английский, там будет надпись «Установить». После установки у вас на рабочем столе появится ярлык, приложение автоматически запустится. В открывшемся окне нажмите на крестик. Далее можно запустить установку бота. Windows защитник предупредит вас, что файл потенциально опасный. Если вы переживаете за свою безопасность, то лучше не устанавливайте, либо установите его на Windows песочницу. Путь установки оставляйте тот, который указан. Далее создайте на рабочем столе ярлык, поставив галочку. После установки можно оставить галочку на запуск бота. В открывшемся окне выбирайте удобный для вас способ регистрации в боте, либо Telegram, либо ВКонтакте. У вас откроется браузер, и надо будет перейти в приложение либо Telegram, там откроется бот, либо ВКонтакте откроется сообщество. Сейчас я использую браузерную версию Telegram, поэтому у меня некоторых кнопок не будет. Мне нужно будет нажать на синюю кнопку «Старт», и далее появятся кнопки. Выбираете язык, который вам удобен, и по кнопкам дальше вы сможете сами зарегистрироваться. Также у нас действует реферальная программа. Если вы пригласите друга, то вы и ваш друг получите бонус. Если друг будет продлевать доступ к боту с помощью покупки, вы дополнительно получите 10% от купленного им времени. После входа в бот у вас откроется гайд, в котором описаны все функции, которые имеет бот. Также вы можете сменить язык, если вам неудобен русский, есть английский. Во вкладке «Аккаунт» также можно будет заново открыть гайд, если вы что-то забыли, либо не понимаете, и перечитать. Также во вкладке «Аккаунт» можно сменить обратно язык. Перейдем во вкладку «Расширенные». Обязательно оставляйте галочку «Рестарт», ставьте время, которое вам необходимо. Бот перезапустит игру, если вы зайдете с телефона, либо с другого устройства. Он выждет выставленное количество секунд и переподключится в игру и продолжит работать. Перезапуск игры при зависании бота — это если он не смог определить, где он находится, он перезапустит игру и продолжит работу. Мы с вами будем настраивать эмулятор, поэтому выбираем его в списке. Далее нажимаем «Обзор», «Рабочий стол», правой кнопкой по ярлыку, который создал установщик, расположение файла, и далее выбирайте файл, который будет выделен. В боте можно использовать горячие клавиши, также ознакомиться со списком горячих клавиш вы можете в гайде. Во сколько начинается новый день? Здесь вы выставляете время вашего часового пояса, когда в игре начинается новый день. Также рекомендую поставить галочку «Перезапуск игры при новом дне». Интервальную игру тоже рекомендую включить, выставить небольшую паузу. Замечали вы или нет, но некоторые шаблоны, особенно текстовые, иногда меняют черную обводку вокруг букв. Скрин предебаг лучше выключить, очистить таймеры, он очистит все сохраненные таймеры, но не сбросит эти таймеры в настройках. Также во вкладке «Аккаунт» вы можете посмотреть доступные кнопки, это регистрация, привязка, открытие ботов, групп ВКонтакте. В уведомлениях вы можете включить сервисы, на которые вы хотите, чтобы бот прислал вам уведомления об удачных или неудачных действиях, об ошибках и прочее. Также можно включить оба сервиса одновременно. Если вы хотите, чтобы бот прислал скриншот успешно пойманного яйца золотого, то вам обязательно нужно включить скрин удачных в подпункте яйцелова. После полной настройки, выставления всех необходимых вам функций и настройки интервалов, мы можем перейти к настройке эмулятора. В окне эмулятора нажмите на 3 точки, далее настройки устройства. На вкладке производительность вы можете экспериментировать, выставлять настройки производительности такие, какие поддерживает ваш компьютер. Стратегии использования видеопамяти рекомендую выставить лучшее качество изображения. Переходим на вкладку «Дисплей». Здесь вам нужно выставить ширину, высоту и DPI, ровно так же, как они выставлены на видео. Далее переходим в пункт «Положение, размер окна». Здесь необходимо поставить галочку «Фиксированный размер окна», а также отображение окна при запуске приложения «Новая вкладка». Закрываем настройки. Далее нажимаем на 3 полоски, настройки, пролистываем вниз, настройки темы и выставляем тему «Темная». Далее запустите эмулятор, зайдите в Google Play через ваш аккаунт. После входа в аккаунт скачайте игру, у вас появится на рабочем столе иконка, запустите ее. Первый запуск игры нужно выполнить без бота для того, чтобы прогрузились текстуры в игре. Слева внизу на экране вы можете видеть диспетчер задач, чтобы понимать, сколько оперативной памяти и загрузки процессора потребляет эмулятор
с выключенным ботом и эмулятор с включенным ботом. После запуска бота он будет выполнять и проверять те функции, которые вы включили. Также важное уточнение: для того, чтобы бот собирал конверты, книжки, нужно, чтобы вокруг вашей электростанции стояли эти здания. Соответственно, то, которое генерирует книжки, и то, которое генерирует конверты. Подарки пока что бот собирает только в этой же области, если житель проходит в ней. Далее перейдем к настройке установки Sandbox. Так как у меня уже установлена эта песочница, я не буду устанавливать ее поверх имеющейся. Галочки не меняйте, оставьте как есть, нажимаете установить. Далее запускаем песочницу. При первом запуске вылезет мастер настройки. Нажимаем далее. В этом окне ничего вводить не нужно. Расширенный интерфейс для экспертов. Далее. Здесь можете убрать галочку «Добавлять ярлык для запуска веб-браузеров в песочнице» на рабочий стол. Он вам не нужен. Далее «Завершить». После запуска у вас появится стандартная песочница. Ее нужно настроить. Нажмите по ней правой кнопкой мыши и опции песочницы. Далее опции безопасности и поставьте галочку «Заставить приложение думать, что они работают с повышенными правами». Все, песочница настроена. Далее в боте запуска игры выбираем Sandbox. Путь к песочнице можете нажать «Обзор». Далее рабочий стол. И также, как и с эмулятором, правой кнопкой по ярлыку и расположение файла. Но так как у меня нет на рабочем столе ярлыка песочницы, то я сделаю через пуск. Далее в папке вам нужно найти файл, который называется Start. Нажмите по нему правой кнопкой и копируйте как путь. Далее вставьте в окно. Имя песочницы оставляйте как есть. Путь к лаунчеру игры можно найти либо через обзор, либо на рабочем столе, если у вас есть ярлык. Нажмите по нему правой кнопкой мыши и перейти к расположению файла. В окошко в боте обязательно нужно вставить именно путь к лаунчер. Также, если после ставки у вас появились кавычки, удалите их. На этом все, настройка песочницы закончилась, можете запускать бот. При первом запуске у вас справа внизу вылезет уведомление, нажмите на стрелочку вниз, скрыть все подобные сообщения. Больше они вас не будут тревожить. Подтверждением тому, что игра запущена в песочнице, будет желтая рамка при наведении на верхнюю часть окна игры. Также название окна будет иметь прямоугольные скобки, внутри которых будут решетки. Игра через песочницу, так же как и обычная игра через компьютерную версию игры, имеет такую особенность, что она может не запуститься без VPN. Однако с эмулятором я с такой проблемой не сталкивался. Включить VPN достаточно будет для запуска игры, дальше его можно выключить, игра будет спокойно работать без него. После запуска игры также пройдите по всем ключевым вкладкам, чтобы проверить, что текстуры прогрузились. Дальше вы можете спокойно запускать бот и наслаждаться свободным временем. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, пишите в Telegram либо ВКонтакт.